Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем призывать нового персонажа в нашу коллекцию. Обязательно этим персонажем сходим, поиграем, посмотрим, насколько она крутая. Ну и, ребят, как у меня получилось ее собрать? Все помнят, совсем недавно был ивент, который предназначен был к Новому году. Там можно было получить такого персонажа, как Айрис. И мне очень повезло, что у меня получилось ее собрать. Ребят, как я это сделал? Есть видос там, где я получал плюшки с такой штукой, как двойное нажатие на две награды сразу. Таким образом, получается, что вы можете забрать больше наград. Видео, где я это все делаю и показываю, как это делается, я оставляю под этим видосом. Обязательно переходите на тот видос, посмотрите, как это все у меня получалось, и тоже используйте. Ну что ж, смотрите, у меня основной персонаж это Анир. У него самая большая атаки. Сейчас на данный момент у него 25 500 атаки. Окей, без единички, ничего страшного, 25 500. И я знаю, что такой персонаж, как Айрис, который мы сегодня будем призывать, она дает дополнительную атаку. Там, по-моему, 5% атаки она дает. И таким образом, я думаю, что именно сегодня мы преодолеем вот этот клуб в 26 тысяч атаки. Кто бы мог подумать, что вообще такое можно будет когда-то сделать, ребят. 26 тысяч атаки. Ну и перед тем, как мы призовем этого персонажа, ребят, я хотел вас попросить обязательно подписываться на канал, потому что статистика Ютуба до сих пор показывает, что 65% зрителей этого канала смотрят его без подписки. Давайте увеличивать наше комьюнити. Также, ребят, ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь в телеграм-канал, чтобы узнавать всю новейшую информацию первыми. Обожаю этот момент перед тем, как нажать на «Призвать нового героя». Ну что ж, давайте призовем Айрис и посмотрим ее в действии. Класс, друзья, новый персонаж у нас в коллекции. Давайте теперь посмотрим, что же этот персонаж нам будет давать по факту. Итак, смотрим. Смотрите, все герои получат плюс 250 хп на 20 уровне. На 40 уровне сама Айрис получит плюс 200 атаки. И на 60 все герои получают плюс 5% атаки. Это действительно очень круто. На 80-м уклонение плюс 10%. Но на 120 уровне все игроки получат урон по летучим плюс 10%. Не сказал бы, что это настолько круто. Развитие мы посмотрим немножко позже. Сейчас по скинам. Есть один скин, который называется «С Рождеством». Если запас жизни мал, со временем он восстанавливается. Срабатывает только один раз. Ну и все герои получат плюс 700 хп. Вот это очень интересно посмотреть, как этот скилл работает. Но, ребят, я все-таки дождусь 14 февраля, когда будет новый ивент. Я хочу посмотреть, какие скины там будут. И не особо хочется сейчас тратить на этот скин Айрис. Поживем, увидим, если что, потом потрачу. Вот пока так, побегаем сейчас просто обычным скином ее и посмотрим, на что же способна эта конячка. И еще, ребят, немаловажно, это ее способность. Повышение скорости движения и уклонения. Вот это действительно очень и очень годно. А также при каждой дальней атаке есть шанс выпустить дополнительный снаряд. По сути, вы будете стрелять двойной стрелой. Вот это вообще космический прикол, который можно будет использовать, ну вот, в PvP режиме. Оно, наверное, будет заходить очень и очень хорошо. Ну что же, ребят, давайте мы сейчас отправимся и будем прокачивать Айрис как минимум до 60 уровня, чтобы все герои получили плюс 5% атаки. Да и проще всего Айрис будет играть наверняка на 60 уровне, до 80 слишком много надо будет золота потратить. Я все-таки еще преследую ту цель, чтобы собрать 100 миллионов золота и прокачать, например, таланты или что-либо еще. И считаю, что 60 в принципе будет более чем достаточно. На 30-м нам откроется развитие, где мы можем посмотреть, что она нам будет давать после того, как мы уже соберем определенное количество осколков этого героя и сможем переводить ее по звездам. Как-то так, ребят, я думаю, что это будет интересно, и мы с вами обязательно отправимся, например, в экспедицию обычную, посмотрим, как будет себя вести Айрис. Отлично, докачали до 60 уровня, и смотрите, на первой звезде заработок патруля плюс 5% золота. Это очень круто. На второй все герои получат атаку, и на последней звезде, там, где все герои тоже будут получать, бонус не сильно хороший. К сожалению, у меня осколков, в принципе, сейчас вообще нет, так бы я обязательно прокачал и первую звезду, но я думаю, что достаточно. Теперь давайте посмотрим, насколько у нас выросли статы у Анира.
Ребят, 26 тысяч, 180 атаки. Добро пожаловать в клуб 26 тысяч атаки. Никогда не мог подумать, что смогу добиться таких результатов, но если я еще и прокачаю браслет быстрой стрельбы до мифического состояния, какое-либо оружие, то тоже будет, в принципе, довольно-таки много атаки. Итак, ребят, выбираем Айрис. Вот таким вот луком отправимся с вами проходить экспедицию. Но перед тем, как я буду проходить экспедицию, есть несколько слов от человека, который играет этим персонажем уже. Итак, те, кто сидят у нас в телеграм-канале, знают такого игрока, как Skylimis. Вот он бегает в PvP режим тоже этим персонажем Айрис, только он играет с луком. Вы видите лук персонажа, который у него. И, ребят, это человек, который сейчас выиграл 40 из 40 игр и занимает высокие призовые места. Говорит, что этот персонаж очень быстрый, очень классно работает ее умение двойной стрелы. И по атаке она ничем не уступает. Давайте посмотрим, насколько его слова правдивы. Сходим в экспедицию, посмотрим, что такое вообще Айрис в действии. Мы, к сожалению, пойдем не с луком, ребят, пойдем с бумерангом. Просто лук у меня не настолько прокачан, как вот у того же Скайлаймиса. И нет смысла, в принципе, менять. Кольца я тоже не буду менять, чтобы было больше атаки. Все остальное вы видите на своих экранах. Я думаю, что очень будет достойно этот персонаж сражаться с мобами. И все слова, которые Skylimis говорил, я думаю, что они будут оправданы. Ну что ж, давайте отправляться в экспедицию и посмотрим уже в действии на эту конячку. Я буду сейчас проходить обычную экспедицию, так как экспедицию героя я вам показываю, как я прохожу на видео, а обычная она довольно-таки простая, и где бы еще использовать нового героя, посмотреть на ее действия, насколько часто вылетает двойная стрела вперед и насколько этот персонаж быстрый. Итак, у нас на очереди 200. Итак, на очереди у нас 421 этаж. Давайте здесь возьмем заморозку и посмотрим, насколько быстрый этот персонаж. Ну, ребят, смотрите, бегает прям безумно быстро. Если вот так вот на перегонки поставить, то я думаю, что Айрис прибежит первая. Давайте выбирать все остальные скиллы и уже посмотрим, насколько действительно Айрис крутая именно в атаке. Говорят, что она такая же, как и Тень. Ну, надо это, ребят, проверить. Итак, скиллы взяты, заходим в комнату. Вау! Вы посмотрите, реально вылетает двойная стрела. Так это так же само работает и в PvP по большей степени. Круто, очень быстрый персонаж, разнесла всех мобов в пух и прах. Проходим 421 этаж. Я не до конца, конечно, понял, насколько она сильна. Давайте еще наверняка мы сходим в пару экспедиций, чтобы уже точно понять, насколько этот персонаж крутой. Но с виду, ребят, это просто космос. Если у вас есть такой персонаж, обязательно играйте им. Я думаю, что возможно, этот персонаж у меня станет основным в PvE режиме, потому что, ну, это что-то новое, это что-то интересное, всегда двойная стрела. Вы, если берете, например, мультивыстрел, то у вас двойная мультивыстрел сразу. Реально, очень часто работает эта двойная стрела. Очень круто было бы, конечно, посмотреть, насколько прикольно работает ее скин, который дает возможность увеличения хп, да, возрождения, или как оно, набирания хп, когда у вас мало. Блин, щелкает она, конечно, эти этажи экспедиции на ура. Теперь надо будет, знаете, что сделать? Сгонять ей, например, в 24-ю геройку, посмотреть, насколько круто она будет смотреться там. Еще один давайте этаж пройдем и будем уже подводить наверняка какие-то итоги. Ну, классно, разваливает, конечно, бомбически, выглядит очень круто. В скине я могу только представить, насколько классно она выглядит. И даже не смотрите на то, что это обычная экспедиция. Ну, реально, очень и очень крутой персонаж. Кстати, по атаке Skylimis не соврал. Действительно приближенная к Тени. Атаки очень много, ребят. Хорошо стреляет, быстрый полет снаряда. Плюс еще и двойная стрела. Интересно, если научиться ей играть в PvP режиме, когда вы видите перед собой противника, и противник понимает, что у вас сходу есть двойная стрела. Реально очень крутой персонаж. Разработчики молодцы, что выпустили его для нас. Единственное, насколько тяжело будет доставать осколки этого персонажа, но персонаж действительно крутой. Ну что ж, по итогам, бегает очень быстро, атака приближенная к Тени. Реально, двойная стрела работает, друзья. Skylimis нам не соврал, персонаж очень крутой. Так что, если он у вас есть, играйте им обязательно. Ну что ж, вам всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.
Пока-пока.